Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, Киев не досчитается денег, ЕС отказывается от украинских хранилищ газа. Европейские компании сократили использование украинских газохранилищ из-за атак, пишет британское издание Financial Times. Александр, а с чего бы вдруг? А как же тот газ, который хранился в ПХГ? Европейский, украинский, что с ним? Подземное хранилище газа – это не резервуар, закопанный в землю. То есть это не газгольдер, как может быть у вас в поселке, куда приезжает машинка и суги вам туда заливает, и вы потом вот этими сугами пользуетесь. Нет, подземное хранилище газа – это, скорее всего, если мы говорим про Украину, выработанное месторождение. Есть разные типы подземных хранилищ. Это и выработанные месторождения, это подземные хранилища в водоносном слое, это подземные хранилища в соляных кавернах. Ну, вот в данном случае это преимущественно выработанные месторождения. То есть это газ, который находится на довольно существенной глубине. Вы закачиваете газ в геологические структуры, которые изначально были приспособлены для того, чтобы в них газ присутствовал. То есть в них какое-то время назад, многие десятилетия назад, газ и так был. На территории Украинской Советской Социалистической Республики мощности подземных хранилищ газа составляли порядка 32 миллиардов кубических метров. Это активный газ. Газ в ПХГ делится на активный и буферный. Активный – это тот газ, который вы и закачиваете, и будете извлекать. Буферный используется просто для поддержания давления. То есть заводнение не происходит и прочие негативные процессы. Вот. То есть, когда мы говорим про объемы газа в подземных хранилищах и про мощность подземных хранилищ, мы говорим только про ту составляющую, которая касается активного газа. Все остальное, сколько там газа в абсолютных величинах, полностью, целиком, нас не интересует, потому что часть этого газа всегда должна находиться в подземном хранилище. Все. Так вот, 32 миллиарда кубов. Начиная с 2014 года мощности подземных хранилищ на подконтрольной Киеву территории сокращались по понятным причинам, потому что, ну, если вдруг непонятно, то часть этих подземных хранилищ располагались на территории, которые теперь не подконтрольны Киеву. Вот. И основная часть подземных хранилищ газа, основная часть мощностей по хранению газа расположены на западе Украины. И, соответственно, сейчас под контролем Киева находится, ну так, если вот широкими мазками, порядка 25, пожалуй, миллиардов кубов. Скорее всего, чуть больше, но вот порядка 25 миллиардов кубов мощностей. В прошлом году туда было закачано порядка 12,5 миллиардов кубических метров активного газа. Проговорю еще раз, потому что если вы почитаете украинские источники и будете их читать вот за последние лет 10, вы можете увидеть данные, которые включают в себя не только активный газ, а газ вообще. Ну, согласитесь, авторитетнее как-то выглядит. У нас накоплено там 19 миллиардов кубов. То, что из этого объема какой-то вы вообще не можете извлекать, ну, не должны извлекать, это не важно. Мы туда смотреть не будем, мы просто говорим так, чтобы это было ярко, красочно, интересно, и чтобы эти объемы поражали наших читателей, зрителей, слушателей. Ну, вот так вот считают господа из «Нафтогаза». Сейчас подземными хранилищами на Украине управляет «Нафтогаз», в рамках которого остался этот бизнес после разделения компании. Да, там произошло разделение компании, так называемый unbundling, то есть это разделение, которое происходило после Евроассоциации и в рамках, ну, норм, принятых в Европейском Союзе, и раз Украина принимает на себя эти нормы, то она должна выполнить взятые на себя обязательства по разделению бизнеса вот таких вертикально интегрированных компаний, отделив, допустим, добычу от транспортировки. И вот теперь в «Нафтогазе» осталась только добыча, по сути, распределение газа, ну, то есть он может продавать газ конечным потребителям, и функция хранения газа. Транспортировкой газа по магистральным газопроводам «Нафтогаз» теперь не занимается, этим занимается компания, выделенная из «Нафтогаза». Называется она «Оператор газотранспортной системы Украины». Вот. А сейчас, на начало августа, ну не сейчас, а вот на начало августа в подземных хранилищах на Украине закачано порядка 6,2 миллиарда кубов. Это миллиарда на 1,5 меньше, чем было на аналогичной
момент на аналогичный период прошлого года. Но это заметно меньше мощностей, доступных украинской стороне. Но здесь стоит сделать пару оговорок. Оговорка первая. Не весь этот газ принадлежит украинской стороне. Оговорка вторая. И этого им хватит. По поводу не весь газ принадлежит украинской стороне. Вот как раз то, о чем Максим в данном случае спрашивал со ссылкой на уважаемых зарубежных господ, которых у нас принято цитировать и кого надо обсуждать. Ну, раз все цитируют, обсуждают, то и мы вот обсуждаем. Почему бы нет? В десятых годах украинская сторона стала пиарить свои подземные хранилища как хранилища, которые могут использоваться европейскими компаниями для хранения газа. Потому что это дешево, это эффективно, это здорово, налетай, торопись, покупай вот место в нашем подземном хранилище газа. В принципе, в этом был смысл. Во-первых, потребление газа на Украине за прошедшие лет 15, ну, с 2008 даже года, не на 15, а вот с 2008 года, потребление сократилось раза в 3. Это не фигура речи, это вот буквально раза в 3 сократилось потребление газа. То есть было 60-65 миллиардов кубов в году в 2008, а в 2023 году было менее 20 миллиардов. И в текущем году, скорее всего, тоже будет менее 20 миллиардов. То есть активное сокращение началось еще в 2009 году на фоне мирового кризиса финансового, экономического. Тогда потребление газа на Украине сократилось где-то до 45 миллиардов кубов. И дальше оно какое-то время колебалось где-то 40-42 миллиарда вот после этого. И с 2014 года началось такое существенное падение, которое привело к тому, что в 2021 году потребление газа на Украине было около 30 миллиардов, ну и вот минус 10 миллиардов за прошедшие 2 года. То есть в 2022 и 2023 годах менее 20 миллиардов кубов Украина потребляла. Добывает она, Украина добывает газ, добывает она на территории, которая подконтрольна Киеву, это Харьковская область, это, по-моему, в Сумской области какая-то часть есть, ну, еще там в некоторых местах добывается порядка вот 19 миллиардов кубов. То есть полностью избавиться от импорта Украина не смогла, но, тем не менее, она близка к этому. Как мы уже шутили в одном из предыдущих роликов, а еще раньше мы не шутили, а прогнозировали. Ну, знаете, любой прогноз относительно Украины становится шуткой, иногда весьма горькой, что Украина сможет избавиться от зависимости от импортного газа только одним способом, сократив потребление. Ну, собственно говоря, Украина к этому идет. В 2023 году, по прогнозам, которые озвучивались местными чиновниками и функционерами «Нафтогаза», Украина собиралась уже избавиться от импортной зависимости. Ну, знаете, одно дело, когда вы говорите, у нас обвалился спрос, а другое дело, когда вы говорите, мы избавились от зависимости от импорта газа. Ну, первое и второе – это одно и то же с точки зрения чисел, которые вы будете приводить в подтверждение своих слов. Но одно звучит пессимистично и как-то грустняшку аудитория может словить. А другое – это оптимистично, это здорово, это вы классный управленец, это вы все делаете правильно. Ну вот, поэтому вы сообщаете не то, что у вас на 50% обвалилось, нет, не на 50, на 30%. Почти на 33% обвалилось потребление газа, а вы сообщаете, что вот, видите, мы почти избавились от зависимости от импорта. Притом, еще раз, где-то в сентябре 2023 года прогнозировала украинская сторона, что в принципе мы избавимся, но не смогли, все-таки что-то пришлось импортировать. При этом подземные хранилища ведь будут простаивать, то есть мощности подземных хранилищ газа на вашей территории оказываются больше вашего годового потребления. Понятно, что к моменту, когда принимались решения о том, что надо заманивать сюда европейских потребителей услуг по хранению газа, ситуация выглядела несколько иначе, но по большому счету все к этому шло. То есть на подконтрольной Киеву территории тогда было мощностей порядка 28-29 миллиардов кубов, годовое потребление было 30-32 миллиарда, ну, в общем, тоже не разгуляешься. Вам не нужны такие мощности по хранению газа, объективно. Поэтому нужно их сдавать. Ну, и зарабатывать на этом деньги. Абсолютно логично, без всяких шуток, абсолютно логичное решение. И были приняты поправки к местному законодательству, которое разрешало использовать подземные хранилища газа на территории Украины в режиме таможенного склада. То есть вы не платите пошлины, вы как бы загнали этот газ, вы платите только за хранение, вы там, допустим, какая-нибудь компания ОМФАО, абсолютно абстрактно. Вы покупаете место
Ну, вы покупаете мощности для хранения газа, вы свой газ там храните, потом вы оплачиваете только хранение, потом извлекаете все и повезли дальше использовать. То есть входящие и выходящие таможенные пошлины вы не платите, все нормально, здорово, выгодно и чуть дешевле, чем хранить, именно чуть дешевле, процентов на 10, чем хранить на территории Евросоюза. По тем данным, которые публиковал «Нафтогаз» еще в 2002, да, в 2002 году. Ну, ситуация вряд ли с тех пор радикально изменилась с точки зрения цен. Вот, потому что, а чем еще заманивать людей на свою территорию, кроме более выгодных цен? Ну, больше нечем. Потому что у Европейского Союза нехватки в мощностях подземного хранения нету. Европейский Союз 2009 года, после того, как был мощный конфликт между Россией и Украиной мощный газовый конфликт, стал в том числе с участием «Газпрома» расширять мощности хранения. И вот если в 2009 году, 2010, вот на в этом промежутке времени подземные хранилища газа позволяли закачать туда 65 миллиардов кубических метров активного газа, то на данный момент это уже 110 миллиардов кубов. Вон в Евросоюзе уже порядка 95 миллиардов кубов закачано к настоящему моменту. Видали, вот они как готовятся к зиме. Кстати, меньше закачивают, чем в прошлом году, но, с другой стороны, им тоже эти объемы избыточны, учитывая сократившееся потребление. Ну, как бы закачивают, почему бы нет? Важно для нас, что объективной необходимости в подземных хранилищах газа на территории Украины для Евросоюза не было. А то у нас, знаете, в 10-х годах тут какие-то построения очень интересные, некоторые политологи делали в стиле: вы знаете, это все для того, чтобы завладеть украинскими подземными хранилищами, потому что они очень нужны европейцам, они без них вообще не смогут. Ну да, не смогут, да. Они просто увеличили мощности по подземному хранению на, считайте так, на 55 миллиардов кубических метров. Поэтому им очень нужна доля из 30, из менее чем 30 миллиардов кубов на территории Украины, которые они могут хранить. Понятно, что это как-то очень, очень странные построения получались. Ну да ладно, люди старались, люди вот рассказывали что-то интересное аудитории. Некоторая часть аудитории, как я знаю, это запомнила и до сих пор пытается эти мысли транслировать. Вот, я надеюсь, теперь стало понятно, как это все там работает, и теперь про желание европейцев закачивать в текущих условиях. То есть, еще раз, объективной необходимости что-то закачивать на территории Украины нету. Потребление газа сократилось. В текущем году сокращается относительно 23-го в Европейском Союзе. То есть вы можете хранить газ на территории Украины только если это выгодно и безопасно. Либо выгодно, и у вас хорошая страховка. Завершая, в общем, проще эти объемы, которые вы еще хотите туда закачать, хранить у себя рядом. Потому что и мощности позволяют, потому что потребление не столь высокое, потому что, в общем, возможности по импорту все еще сохраняются. Если что, вы баланс ведете. А вот эти вот риски, которые возникли сейчас при хранении на территории Украины, да ну их. Да зачем? Да не надо. Это еще страховка. Ой, я лучше пойду у сербов буду хранить этот газ. Это, в общем, надежно, практично и все такое прочее. Не будем задавать вопросы, кто помогал расширять это подземное хранилище. Какая компания? Ой, российская? Боже мой, она прям так... Ой, нет, мы эти глупые вопросы задавать не будем. Если очень хочется хранить на территории не Европейского Союза, к сербам обратитесь, у них есть мощности. Не то чтобы прям много-много, но как бы есть, можно хранить у них. Вот, дорогие друзья, на этой оптимистической ноте на сегодня все. Подписывайтесь и на геоэнергетику инфо, и на геоэнергетику инфо в ВК, в Дзене, на Ютубе. Все равно можете подписаться, потому что, мало ли, вдруг тут сейчас замедлять перестанут. На этом все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, с учетом всего происходящего с Ютубом, креативом нашей Государственной Думы, а в отношении замедления, блокирования Ютуба, подпишитесь от греха подальше на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в это неспокойное время. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.